США хотят видеть сильную Европу, штормы в Португалии, опасные сайты ко Дню Святого Валентина. Вы смотрите новости с еженедельного митинга у посольства России в Лиссабоне. Сегодня 14 февраля, 14:30. 14 февраля госсекретарь США Марко Рубио, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, подчеркнул историко-культурную связь США и Европы и заявил, что США не хотят конца трансатлантической эры и хотят, чтобы Европа была сильной. В то же время он обратил внимание на ошибки Запада, среди которых деиндустриализация, аутсорс суверенитета, неконтролируемая миграция и жесткая климатическая повестка, ослабляющая западные страны. И обратил внимание на бессилие ООН в глобальных конфликтах, которые она могла и все еще имеет потенциал предотвращать. Сегодня также проходит глобальный день действия иранцев. Наследный принц Ирана Реза Пахлави назвал требования: сломать репрессивный аппарат и защитить людей, полностью перекрыть финансирование режима, обеспечить свободный интернет, выслать дипломатов режима и судить виновных, немедленно освободить политзаключенных, готовить признание переходного правительства. Наши друзья из Ирана присылают видео с огромным количеством протестующих. В ночь на 28 января Португалию накрыл шторм Кристин. Позже пришли штормы Леонардо и Марта. Погибли как минимум 12 человек. Режим бедствия, введенный 28 января, продлен до 15 февраля. Оползни, размытые дороги, отключение электричества и связи. Новостная служба РТП публикует регулярно информацию по этой теме. 9 февраля цифровая газета «Эко» по материалам новостного агентства ЛУСа сообщила, что больше 1000 человек были эвакуированы и десятки тысяч участвуют в ликвидации последствий, включая военных. Наш подписчик из Аштарила показал, как смыло песчаный пляж. Ко Дню всех влюбленных расскажу вам про традицию из региона Минью – платок влюбленных. Девушка вышивала платок с узорами, символами любви, сердца, ключи, голуби, стихотворениями и надписями и дарила любимому часто перед его отъездом, как признание и даже оберег. Если мужчина носил платок, это означало, что он принял отношения. 13 февраля газета «Авож де Тразус-Монтаж» рассказала, что специалисты по кибербезопасности Checkpoint предупреждают о росте числа мошеннических сайтов. В январе они зафиксировали почти 1500 новых поддельных доменов на тему Дня всех влюбленных и знакомств. Берегите себя, своих любимых и свои пароли. 16 февраля приходите в 6 часов вечера к мемориалу Навального, почтите его память. Россия не их собственность. Если вы хотите, чтобы изменения в России произошли, делайте свой вклад.